Добрый день, уважаемые партнеры, инвесторы, все, кто смотрит нас. Буквально вчера вечером мы с вами смотрели и снимали, как льется бетон. Сегодня 11 часов, все, 0 в АБК отлит. Дальше это финишное покрытие, но основные объемы работы выполнены. Поэтому можно говорить о том, что пол, основные работы по заливке пола в осях 1-17 выполнены. У нас осталось только залить бетон с 17 по 23 ось. Все работы будут завершены. И если оценивать как, быстро или медленно, компания, с которой мы заключили договор 20 августа, начала заходить на площадку, прошло 1,5 месяца. И вот этот гигантский объем работы выполнен. Ну, честно говоря, приятно. Приятно работать с такой командой. Очень приятно. Но мы с вами собрались не только из-за этого здесь. Я хочу вам показать и другие вещи. Пройдемте. Вот подойдем к этому месту. Значит, что можно сказать? Вот пол, который здесь сейчас выполнен, он требует определенных температурных режимов. И так как мы не подсоединены к теплотрассе, мы вынуждены были сделать временное теплоснабжение. Шкаф, вот видите, дизель-печка, 20-киловаттный обогреватель строительный. И здесь раскинуты провода. И вот пойдемте сюда, посмотрим. Здесь расставлены электрокалориферы с вентилятором. Зачем это сделано? После завершения работ по полу строители приступят к монтажу перегородок. И вот эти вот инженерные части, они будут отделены от основного здания. Другого способа сейчас отопить их, не отопить, а поддерживать их нормальной температурной условия для бетона, 28 суток он должен выстояться, но придумать сложно. Благо у нас сейчас температура хорошая, по 2 недели уже эти полы выстояли. Уже 3-я неделя пошла во многих местах. Поэтому, в принципе, я думаю, они успеют набрать прочность. Но на всякий случай вот стоит. Потому что инженерные сети здесь еще пока не разведены. И вот таким образом мы сейчас ставим 3 тепловые пушки по 80 киловатт дизель-пушки строительные. Тепловентиляторы в инженерных отсеках. И надеемся, мы удержим температуру. Ну, не то, что надеемся, удержим. Требуемых техническими требованиями температурных режимов. Вот сейчас мы с вами приближаемся к участку, где будут выполняться завершающие работы. Это вот 17-я ось. Это 17-я ось. Вот мы подходим. Чем она характерна? Видите, на 17-й оси у нас стоят 2 колонны. И там деформационный шов здесь разделительный. Это вот как раз разгрузка идет здесь деформационная. Вот буквально во вторник здесь отливалось защитное покрытие. И сейчас мы с вами смотрим, подойдем, чуть дальше пройдем, увидим, какой объем работ делается здесь по подготовке к заливке основного бетона. Сейчас не будем спешить для оператора.
Вот сейчас станем так, чтобы было видно. Вот за моей спиной работы ведутся. Сейчас разворачиваемся. Саша, разворачиваемся. И здесь бетонные работы идут. Подготовка арматуры, заливки бетона. Это вот будет масштабная заливка еще одна. Очень большая. Последняя заливка. И после этого можно будет утверждать, что основные работы по формированию пола будут завершены. Это в будущем времени пока еще нет. Теперь пройдемте еще к одному характерному месту. Вот мы подошли к участку. Он сейчас выглядит невзрачно. Тут прикрыты приямки. Вот одно место, второе. Это места для установки высоковольтных трансформаторов 10 на 0,4 киловольта. Рядом вот еще под 2 трансформатора. Когда масса эта будет залита, основная, тут тоже будет готово все для установки трансформаторов. И вот мы подходим к месту, где будут установлены распредустройства. Камера специально, вот мы как раз во вход вошли. Вот осталось залить здесь бетон, и можно будет ставить распредустройство. Распредустройства изготовлены, стоят на ответственном хранении, трансформаторы стоят у нас на территории. Вот это все уже имеет отношение к инженерным сетям. Поэтому ведется большая подготовительная работа для того, чтобы можно было подавать сюда энергоносители и тепло. Сейчас мы выйдем с вами в еще одно место. Интересно, посмотрим. Давайте обойдем так, чтобы мы... Кстати, вот за моей спиной видно, лежит шина, это заземление. Раскладывается полностью везде, повсеместно. Следится, проверяется. Да, давайте мы еще в одно место сейчас, пока мы здесь находимся, подойдем, посмотрим, вернее покажем. Вот сюда сейчас мы выйдем с вами. Вот смотрите, за моей спиной ящики, трубы какие-то, много-много всего стоит, да? Вот это все инженерное оборудование, которое должно быть установлено на свои места, и к этому инженерному оборудованию будет подключаться и водоснабжение, и теплоснабжение нашего комплекса. В принципе, еще один шаг, и мы начнем монтировать. Потому что одна площадка здесь, ввод воды, тепло там. Заливаем, монтируем. Пойдемте дальше. Приятно, черт возьми, ходить, когда вот у тебя под ногами не песок, а пол ровный, хороший, качественный, несмотря на то, что это только защитный слой, выполнен идеально, ровно, гладко. Приятно. Приятно видеть руку мастера, причем, когда этот мастер еще и отечественный. А говорят, мы ничего не умеем. Русский умеем. Умеем неплохо. Так, сейчас мы будем выходить здесь. Осторожно. Ныряем. Раз, два. Наконец мы вырвались из плена. Вот, коллеги, что происходит за моей спиной. Вот я сейчас развернусь. Вот так, видите. Это сооружение
предназначена для рампа для погрузочных, разгрузочных работ. Вчера снимали, видели, что еще довязывали арматуру. Сегодня, видите, завершаются опалубочные работы. На той неделе все это будет залито бетоном. Зачем мы интенсифицировали, форсировали работы здесь? Дело в том, что инженерные сети частично будут проходить через этот участок. Но тут надо досыпать грунт. А досыпать его будет невозможно, потому что не выполнил эстакаду. Мы не засыпем, потому что мы вынуждены были бы засыпать арматуру. Это тоже работа имеет прямое отношение к инженерным сетям. Далее. Идем далее. Ну, БТР, видите, сейчас ждет своего времени, чтобы заехать в здание. Значит, что для того, чтобы выполнить все инженерные работы, оборудование, к которым будут подключаться внешние инженерные сети, должны стоять на своих местах. Поэтому за моей спиной стоят, вон, так называемые, можно сказать, сплит-системы большие, да, которые будут установлены в этом месте. Потому что коль копать, то копать. Надо поставить их, и поэтому подключение уже вести, когда будем проводить здесь работы. Здесь работы будем проводить, чтобы одновременно и тут пройти, и здесь пройти, выполнить весь объем работы. Чтобы назад не возвращаться. Если уж копать, то копать. Почему мы сейчас не можем копать? С той стороны разрыто. Ну, не буду говорить причины, не надо. Но вопрос в том, что факт есть факт. Если мы с этой стороны разроем, доступа сюда не будет. Это нарушение пожарной безопасности и всех остальных нормативов. Теперь повернемся так. Давайте развернемся. И давайте посмотрим туда, за мою спину. Вот там гигантский склад еще остался. Вот нам там много чего рассказывают интересно, но вопрос в том, что для того, чтобы проводить работы и не морочиться с грунтом, весь грунт, который будет разработан, нужно его складировать, а потом организовывать вывоз по мере возможности. Но чтобы его складировать и дальше работать, необходимо все это убрать в здание. Для того, чтобы все это убрать в здание, необходим пол. Нет пола, не убрали. Инженерку не сделали. Дополнительное оборудование, которое находится на ответственном хранении инженера, завести не можем, ничего не можем. Поэтому, когда мне начинают рассказывать про то, что вы что-то не так делаете, идите сделайте по-другому. Как по-другому? Поэтому есть последовательность операций. Закрыли тепловой контур, выполнили пол. После этого можно делать все работы. Причем при этом все эти работы могут уже тогда делаться параллельно. Вот мы сейчас стоим на том месте, где должны проходить инженерные сети. Вот здесь и туда. Пойдемте дальше. Вообще-то, правильно делается как? Когда стройка идет, делается изначально нулевой цикл всех работ. Нулевой цикл — это имеется в виду, что делается фундамент, выводится на ноль и все инженерные сети. А потом уже работают по площадке. Но у нас же, как всегда, да, как вот говорят, совещание проходило, конгресс медиков. Ну, там докладывают, сердце пересаживают, легкие пересаживают, там стволовые клетки, там успешность, лечат кучу болезней. Ну, нашим врачам дали доклад сделать, не в обиду врачам будет сказано. Говорит, а вот мы гланды рвем. Мы уже достигли выживаемость 7%. Все как? Ну вот так, ну а как вы делаете? Что ж так происходит? Ну как, говорит. Пациентов, гинекологическое кресло, ноги на подставке. Раздвигаем, вставляем расширитель и дальше поехали. Ну все через одно место. Ну а чем мы отличаемся? Вот мы тоже вынуждены через одно место топтать вот это вот все хозяйство. Почему? Изначально у нас должны были быть даны тут
все точки подключения на площадке, все. Ну, вот так волей судеб сложилось, что мы когда сюда зашли, тут уже лес вырос за это время. Пришлось лес удалять, вы же помните всю эту историю. Ну и помимо этого нужны были множественные согласования, в том числе и на инженерной сети. Точки подключения. Это затягивало. Можно было еще 3 года затянуть. Вот сейчас нас пытаются там ускорить. Говорят, почему вы так вот со сроками срываете? А что мы срываем? Разрешение когда получили? Сколько было? Пока регистрации получили, пока все эти комиссии прошли, согласования, экспертизы. Растянулось это. Невероятно. И вот на сегодняшний день вы прекрасно видите, что темпы работ только нарастают. Только нарастают. Невзирая ни на что. Вот в это сложное время. А в то же время нас продолжают воспитывать. Все время от нас что-то требуют, но, понимаете, делать какие-то работы в нарушение качества работы, либо нарушение технических требований, это было бы неправильно. Сейчас мы с вами идем к одному очень интересному месту. Вот мы прошли, где должна проходить теплотрасса. Теперь выходим на то место, где она должна была подключаться. Вот где-то в этом месте. Прекрасно, да, коллеги? Вот здесь. Все хорошо, мы должны были здесь сделать камеру, оборудовать, все это хорошо. Было посчитано, потом нам сказали, нет, не здесь. А вон там, вон, видите, вон там, будочка такая. Представляете, сколько добавилось? Сколько добавилось? Вот пойдемте туда пройдемся. Пошагаем, да? Чтобы представить, сколько это в длине. И все это по благоустроенной территории. Асфальт, газоны, то, что люди работали достаточно долго, тяжело, трудились. Весь этот труд, ну, как всегда, через гланды, через одно место. Идемте, идемте. Пойдемте. Вот ТП для электроэнергии. О, притопали. Мы ехали, наконец приехали. Покажите, пожалуйста, туда перспективу. Вот туда. К наших шалашу, да? И вот смотрите, сколько дополнительной работы. Это все надо пройти по благоустроенной территории и произвести благоустройство. Вы думаете, случайно делали акцию? Не случайно. И вот сейчас что? Можно ли изменить? Можно. Сделать повторный гидравлический расчет, сделать проект на камеру, все остальное. Но теплотрасса уже работает, магистраль. И включиться в нее можно будет после окончания отопительного сезона. Здесь есть точка подключения без отключения тепловых сетей. Что нам делать? Только это делать. Понятно, да? И поэтому, когда меня спрашивают, а почему вы пошли по тому пути? Ну, потому что если бы мы
здесь сделали этот кусок теплотрассы, зашли бы к зданию. Здание бы стояло голое, без пола, без ничего остального. И что дальше? Так мы здание закрыли. Тепловой контур закрыли, пол есть, оборудование можем монтировать. Внутренние инженерные сети можем монтировать. Некоторое время мы продержимся на отоплении, да, временном отоплении. И будем делать эту работу. А нас за кадык берут, говорят, вот вы такие, сякие и так далее. Понимаете, мы же тоже не дураки и не наивные дети. И когда начинают рассказывать, как делать, да, как говорится, ну, со стороны всегда виднее, да, что когда ты ничего не знаешь, глубоко не несешь на себя ответственность, ты можешь делать все, что угодно, и говорить все, что угодно. Потому что потом, если что, ну ты ж, что ты, ну, сам думал, что, да, ну тебе сказали, наступали, а ты чего? Молчал, да, но надо было ставить свою точку зрения. Ну, как обычно, да? Все равно ты будешь во всем виноват. Не, ребята, мы будем делать все то, что нужно инвесторам. Мы будем делать все то, чтобы проект развивался, состоялся, и чтобы мы обошлись минимальными средствами. Плюс ко всему сейчас все эти санкции, все, что принимают, пытаются отсечь возможность поступления зарубежных инвесторов. Значит, больше нагрузка ложится на отечественных. Коллеги, все в наших руках. Что от нас зависит, мы сделаем. Решайте. Были бы у меня деньги сейчас, 500 миллионов. Я бы положил их сюда и не задумался. Даже. Почему? Потому что вложили намного больше. Отличная команда, коллектив. Вот говорят, а что Савалмаш вот за такие деньги мизерные работают? Да потому что все знают и верят в то, что делают. И тезис основной у нас какой? Зарабатывать с того, что делаем и выпускаем. С дохода. Не с инвестицией, а с дохода. А сейчас надо, конечно, строительные сети, работа организационная. Сейчас там идут пертурбации очень большие, сейчас тут очень большие изменения происходят на площадке, динамичные. Сами видите. А будут еще интереснее. Поэтому, коллеги, все в наших с вами руках. Надеяться на кого-то, слушать кого-то. Да. Все будут рассказывать свое. В пределах своих интересов, своих компетенций. У всех есть свои мотивы. У нас с вами один мотив – выйти на прибыль. Поэтому вот этот участок мы с вами должны пройти. Исправить, что надо, доделать, что надо, устранить замечания. Все эти работы должны быть сделаны. Но вот запуститься в первом квартале, как от нас того требуют. Я на себя ответственность не возьму гарантировать это. Вот сейчас на 11-е совещание у нас будет в Технополисе. Руководство приглашает проводить. И вот требования первый квартал. Как я могу обещать то, что нереально? Мы с вами реалисты. Исходим из того, что есть. Будем делать все необходимое, но проект должен войти в строй и начать приносить прибыль. Спасибо, следите за нашими роликами. За информацией мы будем оперативно ее доводить. Как видите, мы ничего не скрываем. Говорим и о проблемах, потому что если говорить, что мы работаем беспроблемно, это обмануть. Просто мы не обо всем говорим. Вот сейчас я сказал об этом только почему. Потому что, чтобы не обманывать никого. И потому что было понятно, зачем проводилась акция, зачем сейчас нужны средства. Да для того, чтобы дать туда тепло. Если тепло будет, монтажные работы пойдут веселее. Все, спасибо, до встречи, берегите себя.